И теперь нам нужно вот такой рукавчик превратить вот в такой рукавчик. Я уже пришила манжетик. Вот так у меня выглядит моя будущая застежка. Здесь нужно будет сделать петельки и пришить пуговки. Я думаю, что нужно будет петельки пришивать на той стороне, которая у нас противоположна вот этой выточке, то есть вот этому срезу, да, выточка у нас вот она идет, а срез боковой вот он, то есть вот на этой стороне. Ну, конечно, это все нужно примерить, то есть как вам захочется, как вам понравится, так вы и сделаете. Итак, что я делаю? Ну, для начала я складываю манжетик свой вот так пополам, изнанкой вверх, и сшиваю на 1 сантиметр с этой стороны и на 1 сантиметр с этой стороны. Далее, смотрите, у нас манжетик, у меня получается манжетик вот так в 2 сложения сложенный, вместе с подгибками и вместе уже со швами получается 12 сантиметров. То есть, смотрите, если я сейчас сложу манжет свой пополам, то есть я имею в виду сейчас, я говорила рукав на запястье, да, я сейчас складываю вот так манжет пополам, откладываю вот здесь 1 сантиметр, и у меня получается ровно 12 сантиметров манжетик. То есть если вот здесь у меня сейчас сошьется, с этой стороны и с этой стороны, вот так я сейчас сошью, вот тут, по 1 сантиметру. И у меня получается, то есть если в 2 раза на 2 раза умножить, получается 24 сантиметра. Ровно столько же, сколько у меня вот здесь рукав по запястью. Если у вас есть отклонения какие-то, допустим, 0,5, 1 сантиметр, возможно 2 сантиметра, ну, скорее всего, такого не будет. Потому что все у нас идет по базовой выкройке. Значит, смотрите, если вдруг у вас есть такие отклонения, то вот здесь, где у нас проходит шов, мы можем заложить небольшую складочку. То есть, если у вас больше рукавчик, если у вас больше получился манжетик, то в принципе ничего страшного. Вот здесь, где у нас будут пришиваться пуговки или где у нас будут делаться, пробиваться петли, можно в принципе чуть-чуть вот так выйти за пределы. Это тоже будет не страшно. Итак, у меня получается одинаковое расстояние. Сейчас я складываю вот так пополам, сшиваю вот эти срезы, выворачиваю, отглаживаю и показываю, что я делаю дальше. Итак, я прошила вот эти срезы. Теперь что я делаю? Уголочки здесь не высекаю. Я просто вот так накладываю припуск на бок и выворачиваю. То есть все легко и просто. Здесь никакого утолщения не будет. То есть оно здесь не помешает, скажем так. Все, вывернули. Теперь нам нужно красивенько, аккуратненько заутюжить наш манжетик. Заутюживаем. Вот так заутюжила манжетик. Вот он. Теперь мы с вами к лицевой стороне вот так прикладываю я одной стороной, вот так разворачиваю манжетик и одной стороной прикладываю вот этим швом к сгибу, вот к этой подгибке манжетик с рукавчиком соединяю и начинаю скалывать. Смотрите, вот этот шовчик я беру, раскладываю вот так на 2 стороны и одну половинку, одну часть я складываю также, то есть прикалываю вот сюда к рукаву. То же самое я делаю с другой стороны. Вот так разворачиваю шовчик и прикладываю швом к сгибу. И теперь полностью прикалываю одну сторону манжета к низу рукава. Я повторяюсь, у меня рукав и манжет сходятся по размеру, поэтому я просто вот так беру и прикалываю. Если у вас не сходится, вы делаете небольшую складочку. И прошиваю, смотрите, вот он у меня шовчик соединительный, да, от этого шва здесь делаю закрепку. Вот так иду полностью по срезам и до шва, опять же до шва, вот серединка, и здесь делаю закрепку. Так, готово. Пришили одну сторону. Теперь смотрите, я вот этот припуск уже закладываю на сторону манжета. Вот здесь у меня идет шовчик в разутюжку. Я складываю вот так пополам. С этой стороны тоже делаю подгибку в 1 сантиметр. И накладываю вот так
сверху вот этого припуска. Вот этот шовчик должен быть строго на ребре. Так, прикалываю. Далее, то же самое я делаю с другой стороны. Вот этот припуск на сторону манжета. Вот этот шовчик в разутюжку. Здесь я делаю тоже 1 сантиметр. И вот так соединяю, накладываю сверху вот этого припуска. Скалываю. Теперь по всему манжету, уже вот этой стороной, вот этой стороне, я делаю подгибку 1 сантиметр. Вот этот припуск, опять же, на сторону манжета. И вот эту подгибку я накладываю на строчку, прямо вот на эту строчку. Тем самым мы делаем с вами закрытый шов. Можно, в принципе, и вывернуть. Наверное, так даже будет лучше. Мы делаем закрытый шов. Прячем срезики внутрь. Делаем все красиво, эстетично. И с лица будет красиво, и с изнанки. Здесь, конечно, чем больше булавочек, тем лучше. Не забывайте, что эта подгибка должна ложиться строго на строчку. Только тогда у нас с лицевой стороны будет все красиво. Либо на строчку, либо в стык к строчке. И полностью по всему срезу. Теперь, конечно, лучше взять нитку, иголку и все это красивенько прометать от самого начала и до начала или до конца. То есть прометываем. И смотрите, вот здесь у меня уже готова отстрочка. Примерно на 2 миллиметра от вот этого срезика, то есть вот от этого сгиба, от края манжета, я прострочила прямую строчку. Она у меня одинакова с этой стороны и одинакова с этой стороны. То есть, чтобы добиться вот такого результата, я поэтому и говорю, что вот здесь вот эта подгибка должна ложиться строго на строчку. Вот она у нас строчка, которую мы пришивали вот эту сторону манжета. В принципе, все. Сейчас наметываем, делаем строчку, прячем ниточки, отглаживаем рукавчик, и рукавчик у нас готов. Нам останется его только вшить уже в пройму. Итак, рукавчик у меня готов, и теперь мы его вшиваем в пройму. Ну, для начала мы, конечно же, сколем рукавчик с проймой. Смотрите, у меня рукавчик вывернут на лицевую сторону, да? Значит, вот у меня центр рукава, отметочка стоит. И я теперь вот так будет удобнее. Вот он мой рукавчик, вот он центр рукава. Вот она моя пройма, и это плечевой срез. Я беру вот так, лицом к лицу, совмещаю вот этот центр рукава, эту метку со швом плечевым. Вот так, совмещаю, скалываю булавочкой. Далее, если у нас есть какие-то неточности по размеру проймы и рукава, мы их можем просто распределить равномерно. Если у вас большая разница, можно сделать припосадку рукава. Как это делать, я уже показывала. То есть мы по рукаву от центра в одну и в другую сторону откладываем, отмечаем, ставим метки по 10 сантиметров. От метки до метки через центр строчим двойную строчку или 2 строчки и делаем легкую припосадку. То есть вот это называется припосадка. Теперь смотрите, боковой срез с боковым срезом рукава может не сойтись. Главное, чтобы сошелся у нас центр рукава и плечевая линия. То есть я сейчас, вот смотрите, я уже один рукавчик приколола, чтобы долго вас не мучить, чтобы долго не занимать эфир. У меня разница, вот смотрите, вот она у меня, вот он шов рукава, и он у меня идет на расстоянии 1 сантиметра от шва изделия. То есть он у меня не сходится. И это нормально, потому что у нас такой рукавчик. Значит, главное, чтобы сошелся центр рукава. Один рукавчик я уже приколола, сейчас прикалываю второй и строчу. Строчить буду прямой строчкой и обязательно делаю оверлочную строчку, чтобы сразу закрыть срезы. Кстати, этот припуск, этот шов мы будем заутюживать с вами на сторону рукава.
Итак, у меня практически все готово. Осталось мне только пробить петли и пришить пуговки. Пуговки я заказала в магазине ткани по низким ценам. Нашла там интересные пуговки. Значит, пока не придут пуговки, естественно, я их не пришью, буду ждать. И что еще я хотела сказать. Смотрите, что я еще дополнила, да, в этом изделии. Значит, вот это у меня, там, где у меня пришивается воротничок, нижний воротник, верхний воротник. Эти срезы я решила тоже обработать на оверлоке. То есть я сначала хотела их вот так спрятать внутрь и прошить вот здесь вручную, вот здесь. Но решила, что я не буду полностью прошивать, а сделаю вот здесь, там, где у меня плечевой шов, закрепочку с этой стороны, закрепочку с этой стороны. Далее, смотрите. Вот эти швы я тоже сделаю вот так закрепочками. Возможно, между вот этими слоями я проложу плечико небольшое. То есть это уже после примерки мы с моделькой подумаем. Ну и закреплю его сюда, плечико, вот здесь получается, где у меня рукавчик, и сюда. Ну и здесь я уже сказала, сделаю закрепочку, чтобы у меня не расходились вот эти вот стороны воротничка. Платье, рубашка готова. Хорошенечко еще раз отпариваем. И можно примерять и носить. Хочу показать низ, как обработан низ. Значит, просто строчка. У меня получается на 3 сантиметра от низа. Одна подгибка на 1 сантиметр. И здесь, я уже сказала, да, то есть вот этот уголочек я рассказывала, как сделать. Ну вот смотрится, в принципе, очень аккуратно и красиво. Итак, платье-рубашка у меня готово. Кстати, даже сейчас все еще можно при желании пришить кармашки вот здесь по груди, то есть нагрудные кармашки. И если есть желание, вот так еще сделать клапаны. Почему бы нет? Ну, то есть можно, в принципе, в любой момент их пришить, если захотеть. Я решила этого не делать. Опять же, мы после примерки с клиенткой подумаем об этом. Может быть, мы их сделаем. Но я думаю, что вот этих 2 кармашек будет вполне достаточно. Конечно, если у вас будет мешковина кармана из той же ткани, будет еще лучше, еще интереснее. Я надеюсь, вам понравилось это платье. Надеюсь, вам все было понятно в процессе работы. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых идей. Всем пока!